Hello, I'm Yefim Maizel, and I'm an opera stage director. The video that we're about to present you is about my trip to Russia and the production of Il Trovatore that I directed at the City of Kazan Opera Theater. Professionally speaking, I haven't been in Russia for 26 years, so this was my big comeback. Right now, I am standing in a foyer of the Kazan Opera, which is actually quite beautiful. And tomorrow is a big opening of the very prestigious opera festival named after Shaliapin. Shaliapin was born in Kazan. It's another reason to celebrate him here at the festival. And the production of Trovatore that I directed will open the festival. As far as the first clip that you see in our presentation, it's going to be rehearsals, which I did with the chorus in July. And you see the rehearsals, and then you can sort of judge what was the result, because right after that, you'll see the first clip from the show, the first scene of Il Trovatore. Господа, добрый день. Давайте берите свои фонари, ружья, ставьте все, что вы в этой сцене делали. Мы делаем первую сцену. Месяц сентябрь всегда активен для всех творческих коллективов. Это понятно. Открытие концертного сезона. Идут репетиции, спевки, примерки костюмов. Свой очередной концертный сезон открывает и оперный театр. По традиции премьеры. На постановку оперы «Трубадур» Верди был приглашен режиссер из Метрополитен-опера Ефим Майзель. Скрипач, оперный режиссер, плюс опыт работы на европейских сценах. У Майзеля не стоит вопрос, как ставить оперу, от чего отталкиваться, от музыки или текста. Во-первых, очень старинный вопрос. Это всегда сначала музыка, или содержание, или слова, или музыка. Это по-итальянски тоже есть такое выражение, которое, может быть, неправильно вспоминаю. «Prima la musica, dopo la parole». То есть это что первично, музыка или слова. Это очень старое. Это все равно, что было раньше, курица или яйцо. Это та же тема. Я считаю, что нужно делать это одновременно. А в данном случае у меня есть то, что преимущество. У меня есть квалификация, потому что я имею высшее образование как скрипач, и потом второе высшее образование как оперный режиссер, поэтому я работаю в опере только потому, что я получаю огромное удовольствие от интерпретации партитуры. Поэтому знаете, когда это твоя естественная среда, как рыба в воде, что называется. Поэтому для меня нет проблем в этом плане. Я одновременно думаю о каких-то драматических задачах, и в то же время я думаю о том, чтобы с музыкой это усилить, а не ослабить. Потому что я думаю, что вот эта моя задача как режиссера заключается в том, чтобы максимальный эффект выбить или выжать, извините, такой силовой пример, или произвести на зрителя, используя все средства, которыми опера обладает в изобилии. Я совершила ужасное преступление. На постановку оперы был приглашен режиссер из Метрополитен-опера Ефим Майзель. «Трубадур» Верди на сцене нашего театра – это его очередная постановка. На протяжении 20 лет эту оперу он ставил на многих европейских сценах. Ефим Майзель – один из немногих режиссеров, который так тщательно работает над образом, подбирая рисунок к роли. Деликатно переносит действие оперы из одной эпохи в другую, не нарушая ее идеи, смысла сюжетной линии. А были новости какие-нибудь про нее? Нет, никогда никаких новостей не было, и на это вы уходите вперед сюда. Режиссер обращался к этой опере на протяжении 20 лет. Это и концертные исполнения, спектакли, постановки на природе в старинном замке, удачные постановки, имения. Но интерес к опере не пропадал, наоборот, находил что-то новое. «Трубадур» — это не из тех опер, потому что здесь одновременно нужно достичь необыкновенной глубины трагизма. Кроме этого, необходимо достичь какой-то такой душевной близости между героями, персонажами, и в то же время с публикой. И в этом есть монументальность, в этом есть какая-то интимность и так далее. И это очень трудный баланс. Я не знаю, получится ли у нас здесь, но мы пытаемся этого добиться.
Классическая музыка, классический балет математической точности, где каждый поворот, шаг или взмах руки просчитаны до миллиметра. Двумя премьерными постановками порадует этот новый сезон Татарского театра оперы и балета. Стартует первый показ 25 сентября и сразу премьерой «Трубадур» – итальянская опера в постановке режиссера из Америки. Насколько разрушаются традиционные каноны? Диляра Юсупова о том, чем театральный сезон удивит на этот раз. Новый сезон на французско-итальянский манер. Первая премьера опера «Трубадур» режиссера из Америки Ефима Майзеля. Лаконичная постановка, никаких пышных богатых декораций. Строгие формы не отвлекают от сюжета, наоборот, обостряют его. Вот эта совершенно необыкновенная жестокость, которая является совершенно зерном, из которого прорастают все события и ситуации этой оперы, мы возвращаемся к этому истоку. И отсюда все развивается, продолжается, и в результате этот круг порочный, жестокость, которая порождает следующую жестокость и еще одно какой-то уровень, он приводит к какому-то уничтожению. Руфас Андреевич упомянул, что у меня было очень подробное расписание, которое ставит буквально по минутам. Я думаю, что это все выглядело необыкновенно педантично для того, кто не привык к такому стилю работы, но у нас, я привык к тому, что надо уважать человеческое время очень. И нельзя вызывать людей, чтобы они просто просиживали на репетициях. Поэтому я стараюсь предугадать, когда примерно мы задействуем тот или иной персонаж, и, соответственно, указать в расписании, там, плюс-минус 10 минут, но в результате я думаю, что люди чувствуют, что когда к ним относятся с уважением и не тратят время зря. Это, в принципе, очень важно для процесса. Здесь, конечно, совершенно потрясающий хор в Казанском театре. Мы договорились так, что я приеду в июле, и в июле я потратил примерно 10 дней, работая с хором. И за это время все хоровые сцены были поставлены, что, в принципе, очень помогло. Потому что, когда я вернулся сейчас, в сентябре, мы начали работать с солистами уже, хор уже был на том уровне, с которого можно дальше повышать, все это развивать. И не нужно было тратить много времени на это и внимания, потому что они усвоились и работают очень хорошо, и с отдачей. Это вообще очень приятно, я получаю колоссальное удовольствие, работая с таким коллективом. А что касается солистов, то это никогда не знаешь, кого ты встретишь, кто придет. И в принципе все солисты, с которыми я работаю, они все новые для меня. Но я думаю, что у нас сложились тоже очень хорошие отношения, потому что они, опять-таки, даже если непривычными какие-то мои видения, какие-то запросы, которые у меня есть, они относятся с пониманием, и в результате мы находим общий язык. Поэтому я думаю, что в результате атмосфера, которая на репетициях царила и до сих пор, она не омрачена пока еще ничем. Если тем более спектакль пройдет с успехом в публике, то тогда еще лучше будет, конечно. Потому что, как известно, если спектакль идет с успехом, это певцы молодцы. Если он не идет с успехом, режиссер надо, конечно.
как состоялась премьера оперы «Трубадур» Верди в 1853 году, она прочно вошла в репертуар мирового музыкального театра. Композитор увлекся пьесой испанского драматурга Гутьерреса. Жизненные контрасты, исключительные человеческие судьбы, необычные происшествия, что сделали либретто запутанным, интригующим. Вся сложность ситуации в том, что одновременно происходит очень много совершенно каких-то небывалых событий. И, по-моему, вся сложность в том, что происходят они почти что одновременно. И вот просто что вызывает иногда у человека, который первый раз слушает ее, может быть какое-то сомнение, что все это может так произойти в такое короткое время. Но я пытаюсь рассказать немножко о конфликте без того, чтобы рассказывая буквально содержание и то, что происходит в нашем спектакле, чтобы все-таки оставить что-то уже на потом, когда, если кто-то придет посмотреть, чтобы они увидели это на сцене уже. Как отметил режиссер, «Трубадур» – это опера о жестокости. В потоке информации современного мира мы привыкли к сообщению о происшествиях, катастрофах, привыкли к жестокости. Но я бы хотел, чтобы зрители заново прочувствовали, насколько это страшно. «Трубадур» — это из тех опер, потому что здесь одновременно нужно достичь необыкновенной глубины трагизма. Кроме этого, необходимо достичь какой-то такой душевной близости между героями, персонажами, и в то же время с публикой. И в этом есть монументальность, в этом есть какая-то интимность и так далее. И это очень трудный баланс. Я не знаю, получится ли у нас здесь, но мы пытаемся этого добиться.
очень полюбил хор. Это совершенно великолепный коллектив, прекрасно работают, с энтузиазмом, огромное количество таланта. Здесь есть, кроме всего прочего, еще, знаете, чем больше отдаешь, тем иногда меньше остается. А здесь коллектив молодой еще. Очень многие артисты хора работают еще не так давно. Но, кроме того, я не хочу сказать, что те, кто постарше, те работают хуже. Нет, не в этом дело. А просто в этом есть какой-то еще особый такой задор и какая-то энергия. Но в целом весь хор работает очень хорошо. И они выполняют очень большую функцию в спектакле. Мне кажется, что к нам опять приехал режиссер, который любит хор. И который больше всего занимался хором. Хор это с благодарностью воспринимал, потому что нам было интересно с ним работать. И мне кажется, что, и меня это очень радует, как хормейстера, что самые эффектные сцены в этой опере, это, конечно, сцены у хора. Oh
And now you're about to see a little bit of my personal events here in Kazan. We're in a chorus room where a lot of chorus rehearsals took place. And while I was here rehearsing in July, it was my birthday. So the next clip will show you the very nice presentation that chorus people sort of gave me. And they perform on specially written words, the little presentational cantata in my honor, and then gave me some gifts. And then after that, we had some cake, which was provided by me. Поздравляем!
Если уже забыли, то я вам напомню, что в России принято говорить, и это очень хорошее выражение, наш человек. Вот, не скрою, мы с такой опаской, как все сейчас имели, думаю, сейчас приедет режиссер, и мы вот опять будем напрягаться. А вот мне кажется, что мы сейчас уже можем сказать наш человек. Но мы хотели бы, чтобы все знали, что вы наш человек, поэтому мы решили вас приодеть, так как у нас принято. Девочки, никто в вас никого не заподозрил, мы дарим вам... Ну да. Хорошо. Значит, вы должны быть нарядны, потому что у нас все мужчины нарядные, да, и женщины. Обратите внимание? Да. Вот. У нас есть нарядная форма одежды. Парадно-выходной головной убор, пожалуйста. Зимний? Где у нас зимний? Зимний вариант. Зимний вариант. Из Сан-Франциско. А когда в вашем Сан-Франциске будет жарко, Летний головной убор. вы напрасно уехали из этой страны. Потому что в нашей жизни главное для всех – это мужчина. И женщины готовы создавать любые условия, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно. Поэтому вот так вот к вашим ногам. А у нас нужно сидеть обязательно на этих подушках. Пожалуйста. Это ключи. Когда Ключи от нашего захотите города, проехаться пожалуйста. по своему Сан-Франциско, вы надо про нас вспомнить. Спасибо, вы совершенно превзошли все мои ожидания. Во-первых, я не ожидал, что я пытался так более-менее как секретно действовать, но вы, у вас разведка работает железно, вы все знали давно. И... Только я. Понятно. И раз роскошь вот именно вот этого представления, этой постановки превзошла, конечно, все, что я бы мог представить и ожидать, так что спасибо. Я благодарен вам за щедрость, с которой вы принимаете меня вот сейчас в данный момент, и этот момент он становится еще более значительным. Я думал, что мы хорошо проведем время, но это все поднялось еще на более высокий уровень для меня, и еще более будет памятно. Спасибо. Вы меня и приодели, веселили, накормили, напоили, спать положили и так далее. И все, что я приготовил для вас, после этого выгляжу более чем неадекватно. Тем не менее, от чистого сердца, надеюсь, что вы любите сладкое. Я очень благодарен вам за
очень хорошее начало. В принципе, вот видите, этот стол посвящен именно тому, как здорово мы с вами начали работать. Мой день рождения только по повод, потому что, как вы знаете, для того, чтобы хорошо провести время друг с другом, нужен только повод. О, извините, Татьяна, я вас не зарегистрировал. И повод, это день рождения, это не так важно, а важно то, что мы все знаем, что результат это, конечно, очень хорошо, и мы к этому идем. Но процесс должен быть так же важен, и также с таким же удовольствием мы должны все это делать, как и результат, к которому мы стремимся. Я получаю огромное удовольствие от работы с вами. Я надеялся, что так будет, потому что обычно артисты хора это всегда мои самые любимые артисты, почти что в любой компании, без исключения, потому что вы люди, которые... Что? Нет, я говорю то, что есть. С солистами это как повезет. С артистами хора почти всегда без исключения. У меня не было почти что ни одной постановки, я сделал уже 55, и ни одна из них не была, чтобы у меня не было хороших отношений с артистами хора, потому что это люди, которые у нас часто, это вообще люди, которые даже иногда не получают денег за это, вот, а если получают, то не очень много, часто бывает. Это делается из огромной любви, с огромным энтузиазмом, и вкладывается огромное количество души туда и так далее. Вот. Это все, как известно, все, что готовилось и все, что происходит здесь, это все между нами. Любовь Алексеевна и вся Казань, да, как говорится. Так что, единственное, что могу сказать, спасибо. Я надеюсь, что оставшиеся пару дней мы закончим так же хорошо, как мы и начали. И, конечно, любой режиссер должен артистов хора подкупить, дать взятку. Вот я пытаюсь как-то там примазаться к вам этими тортами, подсластиться точно так же. Пожалуйста. Нарезайте, и это все, конечно, так все безалкогольно. Вперед, нарезайте, все, хватайте. Борьба добра и зла или классика с современным подтекстом. Казань услышит трубадура. Премьерой оперы Верди открывает сезон Татарский театр оперы. С трубадуром здесь уже знакомо. Предыдущая постановка состоялась в 2007 году. На этот раз оперу поставил оперный режиссер из США Ефим Майзель. Костюмы и декорации создали москвичи Виктор Герасименко и Виктория Хархалуп. А партии исполняют солисты театров Москвы, Германии, Казахстана и Украины. Премьера состоится завтра, но Полина Кострицкая уже увидела спектакль и готова познакомить с трубадуром. Так безмолвно прямо в зрительном зале начинается этот спектакль. Но затем тишину нарушает душераздирающий крик. Это запись, но звучит живой человеческий голос. Среди певцов даже проводили специальный кастинг. Ужас первой сцены усиливает видеографика. Так режиссер стремится вызвать в зрителе отвращение к жестокости. Ставится вопрос, является жестокость единственным вот этим средством, которое используется для достижения целей и желаний всех героев? Или, может быть, можно найти что-нибудь, какое другое средство, каким-то другим способом достичь всего желаемого? Ефим Майзель родился в Латвии и много лет живет и работает в США. С трубадуром знаком давно. Шедевр Верди ставил в Калифорнии, Метрополитен-опера и в средневековом замке в Венгрии. С Татарским оперным театром сотрудничает впервые. Необходимо каждый раз, новый раз, когда к этому возвращаешься, делать более просто и более понятно. И какие-то свои идеи доносить с наименьшими какими-то затратами, ресурсами и так далее. И в очень простой форме возможность выразить какие-то глубокие идеи. Простота и в костюмах, и в сценическом решении. Декорации между сценами сменяются быстро, чтобы сделать спектакль более динамичным. За кулисами вблизи можно увидеть реквизит к спектаклю, который был изготовлен специально. Например, вот такие модные сумки с интересной отделкой. А здесь корзины с вином и бокалами. Кстати, вино, конечно, не настоящее, но на сцене все выглядит очень правдоподобно. Постановка хоть и классическая, но трубадур стал ближе к народу. Из XIV века действие перенесено в конец XIX. Исполнитель главной партии Ахмед Агади уверен, сегодня эта опера современна как никогда.
В наше время столько творится и войны, и столько злости. Поэтому это показывается, что нельзя до такой степени уже быть озлобленными. Надо делать добро. И мне нравится, как идея режиссера, что он показывает Манрику, который борец за справедливость, за правду, за свою любовь. В татарском оперном «Трубадур» гость не новый. Первая постановка состоялась в 2007-м. Каким будет его возвращение, казанские зрители увидят уже завтра. Премьерные спектакли будут идти и в выходные. Главные партии исполнят приглашенные солисты ведущих театров России и мира. Полина Кострицкая, Айрат Мухамедзянов, столица.
Трубадур появился 25 сентября по ту и эту сторону океана. В Метрополитен-опера в Нью-Йорке пели Анна Нетребко в партии Леоноры и Дмитрий Хворостовский в роли графа Дилуна. Появление последнего на сцене оценивается как творческий подвиг. Как известно, всемирно известный певец после премьеры продолжит лечение, связанное с опухолью мозга. В Казани также 25 сентября посланец Метрополитен-опера Ефим Майзель представил свое прочтение великого произведения. Кстати, и на этот крик был свой кастинг. Лучше всех получилось крикнуть артистки хора Натальи Костицыной. И теперь она будет пугать нас и в дальнейшем. Страшно, натуралистично и душераздирающе. Да? Я же говорю, за сердце будут хвататься там зрители. Вы выбрали самый истошный и жуткий крик. Трубадур можно смело назвать не только квинтэссенцией чувств, но и концентрацией зла, фатального исхода и трагической предопределенности. Визуальный ряд, решенный не без влияния кинематографической продукции страны, приславшей нам режиссера-постановщика Ефима Майзеля, трансформируется с помощью движущихся конструкций, деталей средневекового замка, 3D-проекции, где главенствуют два цвета, красный и черный. Костюмы героев новой постановки, будь то главный герой, а также армии и цыгане, решены в темно-коричневых и серых тонах. Художник по костюмам, доцент школы-студии МХАТ отделения сценического костюма и РУТИ Виктория Хархалуп второй раз работает в Казани. Здесь мне было очень важно вот в костюмах не разрушить общую картинку, да, как бы раствориться в актерах, в замысле режиссера. И очень была долгая, интересная работа с режиссером, с Ефимом Майзелем. Триллер о цыганке, сожженной на костре из-за боязни навести порчу на маленького сына знатного графа, дочери цыганки, мстящей за мать, родовом проклятии и убийствах, как неизбежности краха отношений главных героев, оказывающихся еще и в родстве, любовных метаморфозах и запоздалом раскаянии, требует большой концентрации вокальных и актерских сил. Прожить на сцене историю, мрачнее которой можно и не найти, и опасно, и волнительно. Уже весной следующего года «Трубадур» будет прокатан в Голландии. Билеты на эту постановку оперного театра уже продано. Существует такое мнение, что опера устарела, она отмирает, и я с этим совершенно не согласен. Я думаю, что просто если правильно подойти к этому и сделать это понятной, она является понятной, потому что композиторы, которые пишут, и те произведения, которые являются действительно интересными и значимыми, они отражают какие-то вещи или события универсальные, которые работают любой культурой. Средневековые истории тайны и отмщения весьма актуальны в эпоху современной мировой неразберихи. Несмотря на присутствие призраков в черном, уводящих в потусторонний мир, светлый день все же наступит, даже в мире условностей и леденящих душу ситуаций. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Эфир 24. And now we're on stage on the set of Il Trovatore.
Для того, чтобы традицию обновить или нарушить, надо ее знать сначала. Вот. А проблема в том, что все новаторство существует как бы на пустом месте. Люди не выучены, они не знают, что было до этого. Понимаете? И поэтому я за то, чтобы сначала знать, о чем говоришь, а после этого пытаться что-то менять. Это элементарная честность, такая профессиональная, с моей точки зрения. И поэтому я пытаюсь вернуться как бы к тем первоосновам. Опять-таки, понимаете, я был в Казани, я видел публику, которая сюда приходит. И без всякого снобизма, это хорошие и простые люди. Зачем им нужны какие-то извращения, какие-то выкрутасы? Зачем мне для них это делать? Ведь режиссер должен все-таки учитывать, для какой публики он работает тоже. И это как бы в какой-то степени на заказ. Понимаете? Потому что мне нужно, чтобы спектакль был воспринят, чтобы мои идеи были поняты, чтобы эмоции, которые я хочу у людей, родились, чтобы у них был эмоциональный отклик. Естественно, я как бы так зондирую публику вот, и пытаюсь понять, что это какие-то люди, что какие у них жизненный опыт и так далее. Но то, что я видел, мне кажется, что вот то, что я делаю, это будет наиболее соответствовать тому, что им бы понравилось. Или не то, что понравилось, но чтобы у них был эмоциональный отклик на это, скажем так. Это не значит, что я очень изменяю себя, чтобы как-то там мимикрировать и сделать что-то такое, что мне самому не чувствую, не близко. Но в то же время, я думаю, это очень важно, потому что без этого эмоционального отклика из публики спектакль не имеет
для меня какой-то ценный. То есть вы никогда не ставите перед собой задачу вот такого педагога, который должен как бы воспитать зрителя до своего уровня? Это происходит естественно. Дидактика никогда ничему хорошему не приводит. Сегодня Татарский театр оперы и балета открывает новый сезон. В эти минуты на сцене премьера опера Верди «Трубадур». Предыдущая постановка здесь состоялась 8 лет назад. На этот раз шедевр Верди поставил оперный режиссер из США Ефим Майзель. Костюмы и декорации создали москвичи Виктор Герасименко и Виктория Хархалук, а партии исполняют солисты театров Москвы, Германии, Казахстана и Украины. Премьерные спектакли можно будет увидеть и в эти выходные. Cesso, cesso,
Thank you very much for watching. I hope that you enjoy at least some of it. Goodbye.